Всем привет! Сейчас будет обзор продукции iHerb, которой мы пользуемся при ОРВ, ОРВИ, коронавирус, когда был вообще товары, которые первая необходимость, мощнейшая поддержка иммунной системы при простудно-вирусных заболеваниях. И первое, что я вам хочу показать, это вот такой вот витамин С. У меня есть несколько разных витаминов С. Здесь идет дозировка 250 мг, здесь есть дозировка 1000 мг. Этот я брала для детей, он в виде таких вот конфеток. Дети такой очень любят есть. Именно эту форму. Мы сейчас, кстати, все простудились. В школе даже закрыли класс наш на карантин. В общем, как раз настал сезон вот этот вот простуд. И я запаслась заранее, потому что знала, осень. А это неизбежно в любом случае, хотя бы раз за сезон мы все переболеем. И вот этот момент наступил, чем мы лечимся. Витамин С детский даю, вот такой вот. Очень нравится детям именно в желейках, в капсулах, в таких вот таблетках, как здесь. Такую ребенок еще проглотить не сможет, даже если ее раскрошить, она слишком кислая, чтобы ему пить. Я, естественно, могу пить в таблетках. Первое, это витамин С. Следующее, что очень-очень важно, это витамин D. Вот такой вот у меня есть. И вот такой, разная дозировка. Здесь 5000 единиц. Это дозировка для взрослого человека. Мы с мужем пьем. Вот так выглядят капсулы такие. Витамин D это самый главный помощник для иммунитета, для организма, чтобы справиться с простудно-вирусными заболеваниями. Номер один вообще для иммунитета. И с ним выздоравливают люди намного быстрее, даже болея такими болезнями, как коронавирус, сложнейшими формами. Те, кто принимает витамин D, лечение идет у них намного быстрее, выздоравливает намного быстрее, и организм намного сильнее благодаря витамину D. D3, да, его лучше принимать с витамином К2, МК7, который у меня как раз он закончился, но я ссылку на него оставлю от Now Foods, какой я покупаю. Этот пьем мы с мужем, витамин D, этот пьют дети, потому что здесь меньшая дозировка, на меньшую дозировку я тоже оставлю ссылку на форму очень вкусную, тоже желей, но это такие вот, просто у нас еще они не закончились, едет в посылке другие. И в предыдущих распаковках я вам показывала чуть-чуть другую форму витамина D3, желейную, конфетную, вкусную. Это вот именно такие маленькие. Дети их тоже разжевывают. В общем, витамин D, витамин С, это, конечно, основное. Следующее, что я хочу вам показать, это коллоидное серебро. Серебро это природный антибиотик, который убивает более 650 видов патогенных микроорганизмов, в том числе и вирусов. И это единственная штука, которая помогает справляться с очень сложными, скажем так, болезнями. Мы всей семьей пили его при коронавирусе. Это был наш антибиотик при коронавирусе. При ОРВИ, ОРЗ дети тоже пьют. Здесь очень удобная такая вот пипеточная конструкция и очень удобная дозировка. То есть дети по одной пипетке пьют, если очень сильный вот первые пару дней, да, когда температура, то каждые 2 часа по пипетке они пьют. Я тоже. Есть разные формы, большие, маленькие, средние. Вот ко мне едет еще одна такая бутылочка, потому что это закончилось. Мы ее успешно все выпили за пару дней. Нужно запасаться, конечно, в большем объеме. Сейчас ко мне тоже едет. Коллоидное серебро – это антибиотик номер 1 в нашей аптечке. Также в нос у меня вот этой фирмы серебро. Вот так вот оно пшикает. И это то же самое, только в спрее для носа. Тоже природный антибиотик. Это единственная пшикалка, которой мы пользуемся при таких нехороших вещах. Дальше, следующее, что я хочу вам показать, это молозиво, колострум. У меня вот от California Gold Nutrition, это очень крутая штука. Это и для взрослых, и для детей. Но особо ценно, потому что держит нашу иммунную систему в состоянии готовности вообще. Молозиво восстанавливает слабую иммунную систему, поддерживает ее нормальную работу. Принимают колозиво вообще при первых симптомах простуды или гриппа, при каких-то физических нагрузках сильных, при депрессиях даже, после операции, если синуситы, бронхиты, пневмония, анемия, инфекции дыхательных путей, аутоиммунные заболевания. В общем, это такая
иммунная бомба, скажем так, которая ваш иммунитет держит все время в состоянии готовности и помогает справиться со всеми вирусами, инфекциями, которые могут попадать в ваш организм. Следующее, что я хочу вам показать, это пробиотики. Куда же без пробиотиков? Иммунитет живет в кишечнике, и он должен быть, конечно же, населен полезными пробиотиками, да? Лактофлора здесь должна быть. Здесь идет и лакто, и бифидобактерии, они в таких вот упаковках. Если честно, я храню в холодильнике. И вообще, говорят, можно в холодильнике не хранить именно эти пробиотики. Но я на всякий случай храню в холодильнике. Здесь идет 30 билян вот этих вот полезных лактобифидобактерий. Это мои любимые. Я их заказываю постоянно. И это супер тоже поддержка для иммунитета, для кишечника. Не только в простудно-вирусный период, а и вообще, в принципе, в общем. California Gold Nutrition. Так, следующее, это хлорофилл. Жидкий хлорофилл, да, все знают, что такое хлорофилл. Это очень крутая штука, выводит токсины, насыщает кровь кислородом, помогает при интоксикации организма, что свойственно, когда высокая температура. Такого зеленого цвета. Добавляем их хлорофилл в воду и запиваем, собственно, капсулы. Просто так в течение дня пишем. Здесь идет у нас жидкий хлорофилл. Оставлю вам ссылку на iHerb, какой можно заказать тоже. Очень классный. Есть концентрированный, есть не концентрированный, но хлорофилл это очень прикольная штука, которая чистит организм не только вот от токсинов, да, а еще если там какие-то бывают похмелья, либо отравления, он помогает организму очиститься от всей гадости, которая в него может попасть. Так, следующее, что я хочу вам показать, это листья оливы. Листья оливы вообще оказывают противовирусный, антибактериальный, противопаразитарный, противогрибковый эффект. И еще также препятствует, во-первых, синдрому хронической усталости, нарушению работы иммунитета. Это тоже очень классный источник флавоноидов и содержит олеорупеин, если кто знает, что это. В общем, листья оливы это очень тоже крутая штука, которая помогает справиться с вирусами. Все ссылки оставлю в инфобоксе. Промокод на скидку 5% тоже. Так, вот еще какой у меня витамин D есть маленький. На Foods тоже была у них, по-моему, какая-то акция. Именно у этой фирмы. Куда делась? Она убежала куда-то. Ладно, потом найдем. В общем, это витамин D еще вот такой вот. 5000. И здесь я не сказала, здесь идет по 500, по-моему, единиц. Но в период обострения сезонных вот этих вот простуд нужна увеличенная дозировка. От 2 до 10, а то и до 15 тысяч единиц. Если профилактическая дозировка для детей ежедневно 1000 единиц, потому что даже посмотрите Комаровского очень классный ролик по этому поводу, профилактическая для детей 1000, то при простудах для взрослых от 5 до 15 тысяч, для детей от 2 до 5, то есть это в зависимости от самого заболевания. Да. Следующее, что я хочу вам показать, это омега-3. Омега-3 очень классно разжижает кровь, особенно если коронавирус, то с сосудами начинаются вот эти все проблемы. Сердечно-сосудистая система очень страдает от вирусных, коронавирусных этих всех проблем, да. Омега-3 очень классно разжижает кровь и помогает организму, чтобы не было никаких там тромбов и всего остального. Это подушка безопасности для ваших сосудов. Омега-3 у меня тоже от Калифорнии. Вот такие вот. Думаю, омегу все знают. Так, следующее, что я вам покажу, это селимариновый комплекс. Это расторопша, мелтисл, это такие артишок, куркумин, набор трав. Если вы пьете антибиотики какие-то, помимо там серебра, да, какие-то антибиотики из аптеки, то, естественно, это идет нагрузка на печень. Печень нужно чистить, тоже, чтобы не было интоксикации. Для этого нужен хлорофилл и вот такой вот селимариновый комплекс. После антибиотиков это вообще must have. Так, следующее, что я вам покажу, это куркумин. Куркумин тоже очень круто справляется с вирусами, воспалениями, грибками, паразитами, бактериями. Такой вот тоже, как олива, противовирусный, антибактериальный, противогрибковый эффект дает куркумин. Крутая штука, только вы не путайте куркуму, приправу, и куркумин. Это чуть-чуть разные вещи, поэтому куркумин тоже вот крутая такая палочка-выручалочка. Следующее, что я вам покажу,
Это подарка. Подарка — это кора муравьиного дерева. Это тоже очень классно при вирусах, простудах. Это тоже номер один, то, что мы всегда пьем. Вообще индейцы в Бразилии веками использовали внутреннюю кору подарка для лечения множества заболеваний. Известно также другие его еще названия, вот как кора муравьиного дерева, муравьиное дерево, да. Ценным считается именно внутренний слой этой коры и растение, содержащее вещество лапохол, которое обладает иммунокорректирующим, антибактериальным, антигрибковым действием. Вообще в настоящее время установлено, что кора подарка снижает болевые симптомы, увеличивает число эритроцитов в крови, эффективен при инфекционных вирусных заболеваниях. Кроме того, подарка обладает противогрибковым, противопаразитарным действием. И подарка применяют при бактериальных инфекциях, аллергии, ревматизме, гастрите, колите, простатите, воспалении мочевыводящих систем, анемии. Короче, это тоже такая очень крутая, мощная штука, которая помогает справиться с болячками всякими разными. Конечно же, цинк. Без цинка никуда. Оставлю вам ссылки на разные цинки. Сейчас у меня такой цинк у нас улетает очень быстро. Это мощнейшая поддержка при вирусах, коронавирусах и т.д. и т.п. Это очень крутая штука. Здесь у меня идет цинк в комплексе с витамином С. Пьют его и взрослые, и дети. Цинк сразу мы пьем, если начинает болеть горло, первые симптомы. Сразу цинк. Рассасывать цинк, это тоже вот так. И еще что я хочу вам показать, это сок нони. Сок нони — это тоже крутая штука, которая нормализует параметры вообще артериального давления, оказывает тонизирующее, укрепляющее действие на организм, восстанавливает функции ЖКТ, способствует улучшению пищеварения. И еще сок нони оказывает общетонизирующее адаптогенное действие, обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным свойством, снимает головные боли, боли в суставах. Знаете, когда при вирусах очень сильно голова особенно болит, не знаю, какого у меня очень голова всегда болит. Это вообще концентрат органических кислот, витаминов, дубильных веществ, фитогормонов, микроэлементов, минеральных солей, лекарственных растений, эфирных масел и так далее. Короче, это тоже крутая штука, которая помогает при вот именно вирусных всяких таких. Так, что у меня здесь еще осталось? Здесь у меня остались еще детские витамины, бифидо и витазаврики. Это лактобифидобактерии для детей, вот это для взрослых, а вот это для детей. А здесь мультивитамины для детей, которые содержат большой комплекс всяких витаминов А, С, Д, Е, В, биотин, В12 и так далее. Короче, это детские такие тоже витамины, которые, куда же поставить, которые мы пьем при осенних вот этих всяких негораздах, скажем так. Вот такой вот у меня получается обзор всей моей аптечки. Это не все. Многое закончилось. Баночки я не сортирую. Все, что заканчивается, я выкидываю. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Конечно, есть какие-то такие препараты, как нурофен, панадол и так далее, которые при температурах мы используем. Естественно, они сюда не входят, потому что сегодня обзор того, что можно купить на iHerb. Мы пережили уже один коронавирус всей семьей в легкой форме. Каждую зиму, осень мы обходимся вот этим вот набором, скажем так, всего необходимого. Ничего страшного здесь нет. Все самое нужно. Омега, витамин D, витамин С, колострум, хлорофилл, подарка, цинк. Это обычные нутриенты, да, обычные витамины. Здесь вообще нет ничего за гранью невозможного. Поэтому сами уже как бы выбирайте, что вам нужно, что не нужно. Но кому было полезно, буду рада. Оставлю ссылки все внизу. Сама сейчас ем детский витамин С, потому что он очень вкусный. И мне он заходит как конфетка. Вот такой вот был обзор. До скорой встречи. Пока-пока.